Ребят, приветствую всех на своем канале SimHouse своими руками. Версия игры ETS 2 1.49.2.0.s. Итак, сегодня будет новая сборочка по картам. Так как уже, в принципе, в общем доступе есть все для загрузки. Множество карт уже обновилось. Значит, релизная версия Сибирь Map 2.7.0. Далее, Южный регион версии 12.2. Казахстан будем использовать от группы ВКонтакте Добро едет, от команды ихней. Это, значит, Dev и модель. Почему поставил так? Потому что была некая проблемка у меня. Хотя давайте прямо сейчас при вас мы возьмем и изменим. То есть в привычном плане, как всегда, было модель, потом dev идет. Объясняю, почему у меня сейчас таким образом изменено. Значит, это версия для игры 1.48, но она прекрасно работает по сегодняшний день на версии игры 1.49. Вот, обновлять ее давно не обновляли. Тем не менее, была небольшая проблемка при входе в игру. Уже покажу вам на карте конкретно, что и как и с чем это связано. Почему я менял местами. Далее для тех, кто любит карту Road to Asia. Она уже на сегодняшний день тоже обновилась. Единственное, что в предыдущих версиях требовался фикс, на сегодняшний день такого фикса нет. Возможно, все это поправлено в самой карте, но я, ребят, ее сейчас включать в эту сборочку не буду. Почему? Во-первых, потому что она мне в принципе не очень нравится, я по ней раз прокатился и достаточно. Вот, но для тех, кто желает, во-первых, в файле конфиг буфер size обязательно прописать 30. Стандартное значение 10 стоит. Если вы будете использовать карту Road to Asia, поставьте 30, чтобы у вас не было проблем, не было каких-либо дополнительных там вылетов с чем-то еще связанных. Установка будем ставить после Казахстана. Сначала Assets, затем модель 2, Dev, Map. Если кому-то нужно паромное сообщение до Валенсии, пожалуйста, самое верхнее, после Dev Map. Это для тех, кто хочет кататься по Road to Asia. Еще раз напоминаю, в предыдущих, значит, для предыдущей версии игры был специально фикс от Jerry Master Fixes. Он делал такой фикс. На сегодняшний день, сейчас его пока нет. Возможно, и не будет. Но я проверю обязательно, но чуточку позже. Сейчас хочу вам показать чисто рабочую сборку. Итак, далее мы переходим. Волгамап версия 1.5.1. Точно так же она шла под версию 1.47 и на 1.48 прекрасно работала. И на 1.49 точно так же работает. Не надо никаких там более дополнений. Следом идет Rusmap Dev версии 2.49. Промоц обновленный, версии 2.68. Assets, модель 3, Package 2, Package 1, Media, Map, Dev, DLC Support. Затем Middle East от Промоц, точно так же обновленный по 2.68 версии. Addon, сверху ставим Dev Map. Кому интересно, можете включить Sud de France. Sud de France у нас версии 1.8.2. Париж Rebuild. Париж Rebuild это старая версия, но до сих пор она работает. По крайней мере, пока вылетов не было. Вот, возможно, будет ее обновление, тогда мы просто заменим этот файлик и будет дальше замечательно работать. Без промоц Париж Rebuild ставить не нужно. Он работает только с промоцем. Следом Rusmap модель версии 2.49, Rusmap Map. 3 файлика на сегодняшний день. Также включил сюда RAW Extended. Бесплатная версия. 5 файликов. 5, 4, 3, 2, 1. Далее на сайте RAW Extended точно так же мы скачиваем коннекторы ASGE Addon, ASGE SR, Rusmap
Русмап или Южный регион. Коннектор. Далее, ROX ALSR. Это все идут коннекторы, ребят. Следом, Гибрид 2 обновленный. Коннектор, ROXAL, Promotes, Middle East, Rusmap. Точно так же ссылочки все будут обязательно в описании, ребят. Читайте внимательно описание к видео. Следом я поставил Project Кавказ. Project Кавказ у нас версия еще один. Project Кавказ. Так, вот давайте посмотрим. Для версии 1.48. Опять же, с промоцем есть Кавказ RTA and Promotes. Если вы используете карту Road to Asia, то ставите файлик следующий вместо вот этого. Вот он у нас сейчас, который стоит. Это без использования RTA. Вы же поставите Promotes for RTA and Кавказ RTA 1.6. Это тоже, я не знаю, один давно уже не обновлялся, но как бы он работает. Почему сейчас я его убрал? Потому что именно на карте Казахстана есть небольшая проблемка, так как тоже он давно не обновлялся, видимо, может быть поэтому, либо надо пофиксить. Дорога до Орала, есть разрывы. В данном случае я поставил именно обычный проект Кавказ, этот разрыв исчез, и нужно будет еще проверить на вылеты, может быть, по дороге самой в Казахстан. Шведские острова, ребят, шведские острова у нас, соответственно, обновленные для версии 1.49. Это автор у нас Jerry Masters Fixer. Вот, ссылочки точно так же будут в описании. Киров Map 1.4.1 на сегодняшний день должна уже появиться, значит, в свободном доступе. Вот, но через 2 часа буквально, на момент, в принципе, выпуска этого видео, Киров Map уже будет версия 1.5. И она будет соединяться с Сибирью. Вот. Кто не желает, она будет стоить, по-моему, 100 рублей. Кто не желает ее покупать, пожалуйста, можете использовать 1.4.1, которая будет free. То есть свободная версия. Подложка, ребят. Подложка в обязательном порядке. Для того, чтобы ничего не съезжало, и я поставил, значит, версии 2.8. Также у меня есть 1.6.2, вот такая подложечка, но бывает косячок. Соответственно, там из Русмапа немножко выбивается по побережью, и как бы идет небольшое смещение дороги, прям совсем не критичное. Может быть, кому-то это не нравится. Итак, ставим ETS World Map 2.8, все замечательно. Jerry Full Screen на любителя, кому как угодно. Мне гораздо приятнее, когда я открываю карту, и она у меня идет на весь экран. Все остальное, ребят, моды по желанию. В прямом эфире, так скажем, все это проверим. Еще раз, версия игры 1.49.2.0S. Последняя актуальная версия Steam. Давайте будем смотреть. По поводу RTA. Я говорю, мне не очень нравится. Один раз я прокатился. Во-первых, дорога, да, она очень длинная, но есть на любителей, пожалуйста, для себя. Можете поставить, можете катать. Как бы у меня там к ней накопилось много вопросов. И, не сильно-то она мне нравится. Вот. Поэтому я пока включать не буду, но еще раз говорю, я вам, в принципе, ребята, все объяснил. Кто захочет, пожалуйста, можете поставить, и все у вас будет работать. Это я проверил перед тем, как вот эту сборочку запустить. Вылетов нету, игра загружается, вот, но, соответственно, в плане эксплуатации, как бы, время покажет. Так, посмотрим, сколько у нас сейчас по времени будет все это дело обновляться. Как правило, не так уж и долго сейчас с последними, значит, опять же, там, какими-то оптимизацией, я не знаю, от SES. В принципе, игра стала загружаться даже при обновлении контента очень-очень быстро. Наверное,
минут, ну, максимум, наверное, минут 6. Еще зависит от того, конечно же, какое у вас, ребят, железо. Вот. Ну, в принципе, вы видели, файлик я переставил, но, тем не менее, даже у нас ничего не изменилось, ничего не стало обновляться. Итак, Jerry fullscreen работает, карта у нас на весь экран, значит, Middle East присутствует, разрывов здесь на граничках нигде никаких не замечено. Турция это у нас от стенда пошло. Далее, значит, дорога у нас соединение это Кавказ. Кавказ, южный региончик у нас присутствует. Как всегда, нужно проверить вот это сообщение. Бывали случаи. Вот почему я поставил другой Кавказ, потому что как раз таки вот эта дорога в Казахстане был разрыв. Так, если вы поставите карту, соответственно, Азии, то у вас должно появиться вот здесь соединение, и она продолжится по вот этому побережью. Полностью все работает. И с данной подложкой в частности. Сегодня ждем Киров 1.5. Должно быть соединение, точно его сделали для карты. Итак, Киров 1.5. Ребят, будет соединение напрямую с Сибирью. Вот я лично этого очень жду. Может быть и многие остальные, потому что сама по себе карта Киров мне очень даже понравилась. За исключением некоторых нюансов, но тем не менее. Итак, значит, здесь у нас промод соединяется с Русмапом. Как всегда, в принципе, никаких проблем. На границе, на таможне все замечательно. Разрывчиков никаких нет. Кататься можно смело. Шведские острова у нас здесь входят. Точно так же еще есть дорожка. У нас что? Ну, тут получается Грумант. Кстати, в прошлой версии здесь тоже было небольшое смещение. Сейчас же все на месте. Все прекрасно работает. Пока нет вот этого соединения проект Е6. Вот, оно не вышло еще обновление, но как только выйдет, мы обязательно его включим в сборочку. Постараюсь вам все это дело показать. И это, в принципе, хорошо, чтобы не возвращаться, да, можно будет здесь вот по кругу спокойненько проехать. Замечательно. Почему сейчас я выбрал специально Германию? Потому что в прошлой версии, опять же, игры здесь были небольшие косячки. Сейчас все замечательно, все хорошо работает. Париж ребилд, разрывов нигде никаких не видно. Вот, ну, нужно катать, опять же, смотреть. Париж ребилд и у нас Сью де Франс. Сью де Франс, по-моему, где-то в этом районе какой-то, значит, там идет замещение. Да, у нас дополнение, скажем так, по картам. Все присутствует на своих местах, ребят. Игра, как вы видите, запускается. Все замечательно. Я вот немножко, значит, выбрал груз, решил проехать, посмотреть заодно, как выглядит данная брутальная графика. Да, я немного уменьшил в настройках количество травы, потому как катался по Сибири. А по Сибири в 2.7.0 карта действительно очень красочная, красивая. Но там так много, скажем так, растительности, да, что довольно-таки прилично садит FPS. Вот. И к тому же я еще проверял зиму, но это в следующий раз. Итак, в принципе, красивые деревья, симпатичные. Я говорю, все загружается, все работает. Пожалуйста, еще можем посмотреть, где мы находимся. Германия, Франкфурт на Майне. Вот, ребят. А я напомню, вы были на канале Simhouse своими руками. Ребят, всем приятной игры и всем пока-пока.